Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Там в комментариях в предыдущих видео обратили внимание, что у меня добротные ульи на пасеке. И задавали вопрос, как можно такие ульи изготовить. Сегодня мы посмотрим, как можно изготовить в домашних условиях утепленный каркасный улей своими руками. Для этого нам понадобится кое-какой инструмент. Значит, для этого понадобится электрорубанок, электродрель, обязательно нужен шуруповерт. У меня вот такой, они есть разные. Значит, аккумулятор здесь, конечно, на всю работу не хватит. Но чтобы работу не останавливать, вот хорошая штука есть. Вот такая дрель. Дрель это с регулируемыми оборотами. Да я вам сейчас покажу. Вот она, можно маленькие обороты, можно больше. И вот эта дрель может заменить вот такой шуруповерт. Поэтому вот если у кого-то есть, вот это можно ею работать. Понадобится молоток, гвозди, шурупы. По ходу мы все будем рассказывать и показывать. Значит, дальше. Материал. Материал, значит, задача будет состоять наша в том, чтобы для начала изготовить каркас улья. И тут важный такой момент. Какое ставить утепление? Утепление будет пенопластом здесь. Значит, у меня, я рассчитываю здесь, вот пенопласт четверку 40 мм. Поэтому и материалы все будут, размеры этих материалов исходить из размеров этого утепления. Если кому-то это утепление 40 мм большое, можно на 30 мм рассчитать. Тогда, соответственно, все вот эти брусья, все это будет рассчитано на 30 мм. Некоторые пчеловоды изготавливают даже на 20 мм. Это тоже вполне нормально. То есть он будет облегченный, максимально облегченный. Но мы расскажем все размеры, как изготовить улей на утепление 40 мм. Значит, для этого нам надо будет вот такие бруски. Брусок 40 на 40 мм. Вот. Значит, и с них, с таких брусков, мы будем делать заготовки. Значит, тут такой важный момент. Значит, вот эти размеры все брусков, вот эти резы, можно заказать где-то. Есть гипермаркеты, в которых вы покупаете материал и сразу же делают там порезку. Это хороший вариант. Там у них отличное оборудование. На таком оборудовании потом легче будет проводить саму сборку этого каркаса. У меня, я пользуюсь и их услугами, и у меня есть вот такой станочек деревообрабатывающий. Вот такой маленький станочек. Значит, я его немножко тут усовершенствовал. Немножко увеличил вот эту плиту. Вот. Это такое. Что важно здесь? Значит, вот я изготовил такую на скорую руку самодельную каретку. Это очень необходимый элемент. Для чего? Нам необходимо при разрезе этих брусков получать очень точный рез. Он должен быть строго перпендикулярный бруску. Если мы добьемся такого точного реза, то очень легко и просто будет собирать каркас. Если же у нас эта плоскость будет играть туда-сюда, то есть неправильно мы отрежем, ножовкой, допустим, если кто-то захочет отрезать, вы не добьетесь такой точности реза, и вот это при сборке каркас у вас будет неровный. И дальше начнутся все проблемы. Поэтому изначально необходимо добиться очень точного реза.
Почему я говорю за эту каретку? Она самодельная, но она вот эту функцию как раз и выполняет. Значит, у нее есть одна плоскость снизу, прикручена шурупами. Благодаря этой плоскости каретка скользит по краю плиты. Таким вот образом. И есть сверху брусочек, тоже на шурупах прикрученный. Он прикрученный абсолютно ровно и перпендикулярно пилящему диску. И таким образом, если я ложу заготовку и ею подвигаю, делается абсолютно ровный рез под 90 градусов, что нам и надо. Ну, абсолютно ровный, это я сказал как бы сильно громко. Он все равно там чуть-чуть играет. Но это достаточно для того, чтобы собрать нормально такой улей. Ну, как делается рез, нам надо будет два брусочка. Я вам сейчас включу и покажу. Вот таким вот образом мы добиваемся абсолютно ровного реза. Ну, это нам заготовки не нужны будут больше. Просто я вам показал этот станок. Значит, дальше идем. С чего начинать? Значит, тут важные размеры. Значит, все размеры будут строиться исходя из рамки, на которую мы рассчитываем. Значит, вот это додановская рамка, стандартная додановская рамка. Такую рамку, прежде чем приступать к изготовлению улья, необходимо вам изготовить или купить. Но рамка должна быть абсолютно соответствовать тем размерам, которые стандартные, общепринятые. Значит, вот этот размер вниз 300 мм у нас. И вот этот 435. Верхняя планка 470 мм. Исходя из этих размеров будут строиться все дальнейшие размеры улья. Значит, первый размер. Размер вот этих боковых брусков. Значит, в интернете я смотрел размеры улья и размеры этого бруска. Там написано 470 миллиметров. Но это не есть правильно. Почему? Потому что если 470 миллиметров ширина вот этого бруска будет и 470 миллиметров длина верхней планки, то вы просто не вставите потом рамку в улей. То есть ширина, длина, вернее, вот этого бруска должна быть больше на 3 мм, чем длина верхней планки рамки. То есть, если здесь 470 мм, то длина вот этого бруска должна быть 473 мм. Это даст возможность нам потом без проблем вставлять и вынимать рамочку. Вот это первый нюанс. Значит, итак, длина вот этого и вот этого бруска 473 миллиметра. Это первый размер, который нам необходим. Второй размер, длина вот этих брусков. Значит, длина вот этих брусков зависит от того, насколько рамок вы хотите изготовить улей. В данном случае у меня длина бруска 101 сантиметр. Ну, у меня просто был такой материал, я его пополам разрезал и получилось по 101 сантиметру. Если потом мы соберем улей и обошьем его, тут где-то будет внутри где-то 91, 91,5, 915 миллиметров, где-то так. Внутренняя длина улья. 915 миллиметров это приблизительно составляет 24 рамки. Можно поместить сюда 24 рамки. Вот. Если на 20 рамок, соответственно короче. Если на 26 рамок, соответственно длиннее, на 28 и так далее. То есть
тут уже от вашего желания. То есть этот размер, он строго не регламентируется, он исходя из ваших желаний и вашего материала. Дальше следующий размер. Размер вот этих вот стоечек. Значит, брусков, которые идут вниз. Здесь что важно? Значит, здесь, чтобы посчитать, какой нужен размер этого бруска, будем исходить из следующих соображений. Ну, первое. Высота, ширина, можно сказать, ширина вот этого бруска должна быть где-то приблизительно 8 сантиметров, 80 миллиметров. Почему такая, почему не меньше? Дело в том, что здесь рамочку мы будем ставить пониже, и здесь должно быть у нас побольше надрамочное пространство. Ну, в определенных размерах. Вот 8 сантиметров, этого будет нормально, этого будет достаточно. Вот. Дальше идем. Значит, здесь внутри мы будем обшивать. Мы будем обшивать фанерой. Дальше. Как посчитать вот этот размер? Вот этот. Значит, вот этот размер у меня в данном случае 305 миллиметров. Но у каждого этот размер может немножко колебаться. От чего он зависит? Значит, он зависит от того, что значит, здесь мы будем оббивать фанерой. Фанера у нас ширина 10 миллиметров. Значит, почему 10 миллиметров? Потому что сюда на эту фанеру будет ложиться рамка. И между рамкой и боковой планочкой должно быть около 8 миллиметров. Исходя из этого, толщина фанеры 10 миллиметров. Дальше. Значит, когда мы прибьем фанеру, ее надо прибивать где-то 1,5 сантиметра снизу. 1,5 сантиметра. На нее ложится рамочка. Таким образом, чтобы внизу, когда мы прибьем пол, прибьем днище, между низом рамочки и днищем было 2 сантиметра. Вот исходя из этого, у меня этот размер, высота вот этого бруса получилась 305 миллиметров. Значит, дальше идем. Вот здесь я уже оббил, чтобы время не терять, я уже оббил вам и покажу некоторые нюансы здесь. Так, вниз, если будет видно. Что важно здесь? Значит, когда будем оббивать боковые вот эти, боковую фанеру, значит, очень важно ее прибить таким образом, чтобы значит, они были абсолютно ровно выставлены. Для чего? Для того, чтобы рамочка, когда станет, значит, здесь было везде ровное расстояние от края рамочки до этой боковой фанерочки. Вот. Это надо будет там немножечко подбирать, когда будете прибивать эту фанерку. Ну, понятно объяснил. Вот если видно будет, я вам покажу. Вот так вот становится у нас рамочка. И здесь получается порядка 8 миллиметров. И здесь порядка 8 миллиметров. И когда прибьем мы здесь днище, утеплим, здесь будет около 2 сантиметров до нижней планочки рамочки. Следующий этап. На передней стенке улья
там, где будут у нас литочки верхний и нижний, необходимо поставить вот такие вставки деревянные. Зачем? Здесь будет у нас обшито пенопластом, и когда мы будем прорезать отверстие под литки, оно не должно попасть в пенопласт, там должно быть дерево. Ну и так делаем. Вот мы обшили с этой стороны камеру. Значит, вот здесь будут нижние литочки, вот здесь нижние литочки, щелевые, и верхние у нас будут круглые литочки. После того, как мы обошьем, мы будем там прорезать отверстие, это мы покажем. И будет еще боковой литочек. Точно так же мы планочкой его обошьем. Дальше нашу конструкцию обшиваем пенопластом. Где-то кусочками, где-то целыми листами. Ну тут уже как будет получаться. Ну вот это обшита передняя стенка. И так постепенно обшиваем всю конструкцию. Затем начнем оббивать. И затем будем прорезать литки. На этом все. Смотрите продолжение изготовления каркасного улья в следующей части. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.